Недавно стало известно о том, что новая MMORPG Беллаторес, о которой, к слову, давненько ничего не было слышно, собирается плотно обосноваться не где-нибудь, а именно в наших широтах. Российский издатель и разработчик видеоигр компания Astrum Entertainment во время презентации на конференции Red Expo анонсировал локализацию MMORPG Беллаторес. Я напомню, за разработку отвечает компания Nyu из Южной Кореи. Что я могу сказать? Достойное завершение года, дамы и господа. Предлагаю все это основательно обмусолить в новом видео, ну и в комментариях под ним. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохаруи. Мы начинаем. Crystal Falls — совершенно новая, готовящаяся к выходу бесплатная экшен-RPG игра, действие которой происходит в постапокалиптическом стимпанковском мире спустя столетия после глобальной катастрофы, известной как Nexus. Игрокам предстоит примерить на себя роли различных гибридных героев и исследовать мир, наполненный руинами, подземельями и могущественными артефактами. На момент релиза в игре планируется 3 класса, каждый из которых сможет похвастаться своими древами прокачки, причем навыки в игре не учатся, а находятся как лут. Скиллы могут быть, что называется, разной рарности и тоже обладают собственными древами прокачки, а в некоторых и вовсе есть специальные ноды для вставки камней. В общем, простор для творчества любителям билдостроения обеспечен. Множество различных подземелий, богатый лор, бесконечная процедурная концовка, привычная многим любителям жанра системы сезонов и, конечно же, возможность торговать с другими игроками без каких-либо ограничений. Многопользовательский режим, разумеется, тоже в наличии. За игру отвечает команда ветеранов экшен-ролевых игр, известных разработкой Pillars of Eternity и Stellaris, включая бывшего креативного директора Path of Exile. Полный релиз Crystal Falls, кстати, онли на ПК, запланирован на 2025 год, однако ОБТ начнется уже 13 декабря этого года. Так что, если заинтересовались, не поленитесь добавить Crystal Falls в свой виш-лист в Steam по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, MMORPG Беллаторес. На самом деле, конечно же, это такой уже так называемый секрет Полишинеля, да, был о том, что Astrum Entertainment будет локализовывать в наших широтах Беллаторес, просто потому что в сентябре этого года, я напомню, там ребятки уже доменные имена, в общем-то, за собой застолбили, и, собственно, с тех самых пор были некоторые подозрения о том, что что-то связанное с этой MMORPG в наших широтах будет. Мы, разумеется, так как у нас есть связи, скажем так, в Astrum Entertainment, там немножечко попробовали поузнавать, нам мило поулыбались, но, в общем-то, сказали, что ждите. И вот мы таки дождались. Если говорить конкретно про вот это вот самое ждались, то ждались с 2022 года. А так вообще это MMORPG разрабатывается, если мне не изменяет память, с 2017. Ну, то есть по срокам, а еще учитывая то, что выйдет она не прямо сейчас, это забегая вперед, нормально, да, вот как раз таки стандартный вот этот вот временной набор временных рамок для MMORPG присутствует. Но самое главное, я считаю, здесь это то, что в этой MMORPG именно PvP направленность. То есть разработчики изначально, когда ее анонсировали, они говорили, что это у нас, знаете ли, про RVR будет, то есть непосредственно про масс PvP. Таких MMORPG на рыночке выходит, ну, я не знаю, наверное, не выходит вообще. Ну, там, чего-то выходит, конечно, но в конечном итоге получается, что все равно не выходит. Поэтому лично для меня вот это вот Беллаторес представляет непосредственный интерес. Мне просто, ну, вот хочется прям PvP, понимаете, такого. Тем более RVR там обещали, прям очень хочется. Соответственно, следить за этой MMORPG мы железобетонно будем. Я думаю, это даже не обсуждается. Ну а сейчас предлагаю поговорить о том, что известно об этой MMORPG, хоть вроде бы у нас такой ролик и выходил, освежим, в общем-то, информацию. Ну и, в принципе, про какие-то там временные рамки, уже непосредственно связанные с тестами и релизом игры. Погнали! Итак, Беллаторес. Для начала про сюжет. Его тоже, чтобы вы понимали, обещают завести. Безумный король Генрих умер. Непомерные амбиции тех, кто жаждал занять его место, привели Этерию на грань катастрофы. Вместе с королевской властью была уничтожена справедливость, пало и рыцарство. Некогда ослепительный свет благородства угас, и весь мир оказался во власти низменных желаний трусов и подлецов. Но были и те, кто с улыбкой смотрел на кошмар, поглотивший Этерию. Последователи хаоса. Они стали угрозой для и без того хрупкого миропорядка. Они стали тьмой, которой нам предстоит противостоять. Хаос и порядок, война и мир сплелись воедино. Воины, которые веками защищали свои дома, вступили в роковую схватку за право взойти на королевский престол. Мы, понятное дело, герои. Нам предстоит этому всему противостоять в кровопролитных сражениях, что не может не радовать. Нам предстоит написать историю этого мира. Вы знаете, я небольшой любитель всей вот этой сюжетной пижни, но должны же кровопролитные сражения происходить на фоне чего-то. И вот тут фон будет какой-то такой.
такой. Будут еще дома, кстати, множество домов, это что-то типа фракции, я так понимаю, в игре. И вот этими домами она мне больше напоминает, знаете, какую-нибудь Игру престолов, что ли. Скандалы, интриги, расследования, короче, все очень запутано. Итак, дома, вернее, великие дома. Дом Эрнхардов, дом Грендалей, дом Холлен, дом Гундфеллов и лорды дома Эйндаль. Да, всего 5 штук. Дом Эрнхардов, лордов Лазуиля, долгие годы успешно защищал свои владения, опираясь на синефийскую веру. Эрнхарды убеждены, что единственный способ вырвать Этерию из пучины хаоса и всепоглощающего страха – это обратиться к божественным заветам и добродетелям. Дом Грендалей, лордов Талабейна, являющийся колыбелью великой цивилизации, по праву гордится своей богатой историей. Даже в самые темные времена, когда прежние ориентиры утрачены, а впереди пугающая неизвестность, Грендали, подобно свету звезды, ведут за собой все человечество. Дом Холлен, лордов Грессии, процветает на воистину благословенных землях, где нежное солнце щедро освещает плодородную почву. Лорды Грессии окрепли в противостоянии многочисленным захватчикам, желавшим завладеть их богатыми землями. Они объединились, чтобы преодолеть трудности и лишения, и смогли установить справедливый порядок. Дом Гундфеллов, лордов Висальтии, считают хозяином Севера. Во все времена эти лорды были опорой и защитой королевства, а самоотверженная преданность стала залогом их славы. Однако в мире, где царит хаос, а пламя чести превратилось в черный дым, преданность утратила всякую ценность. Прежние добродетели попраны теми, кто никогда и не знал, что такое достоинство. Ну и, наконец, лорды дома Эйндаль, потомки неутомимых завоевателей. Их вотчина — это море и неизведанные земли. Они готовы добраться до края света, лишь бы достичь своих целей. Сбросив оковы королевской власти и обретя желанную свободу, эти лорды стремятся стать первопроходцами новой эры. В общем, как я уже и говорил, все это необходимо для того, чтобы ввести в игру фракционное противостояние, сайд-бай-сайд и все такое. И здесь этих сайдов мое почтение. Причем введено не абы как, введено достаточно элегантно, я бы сказал, знаете, противостояние великих домов, это не какие-то там хухры-мухры, у каждого свое. Короче, мне нравится, одобрямс, но больше всего, конечно же, мне нравится, что за этим всем стоит. А что за этим всем стоит? Правильно, РВР. Потому что прежде всего, по заверениям разработчиков, нас ждет в Беллаторес реалистичная система масштабных сражений. Разбивайте плотные ряды противников или выстраивайте линии защиты, меняя тактику под ситуацию на поле боя, а главное, не забывайте получать удовольствие от игры, пишут разработчики, и я, честно говоря, с превеликим удовольствием получил бы удовольствие от качественно исполненного РВР. Тут не скрою. А еще и с упором на реализм. При этом тип боевой системы в Беллаторес non-target, что немаловажно. Да, сражения динамичны и непредсказуемые, ведь исход боя зависит от игрока, а не от автоприцела. Большое количество опасных противников побудит игроков изучать сильные и слабые стороны врагов, а также объединять способности с товарищами по команде, чтобы доминировать на поле боя. Причем боевой стиль персонажей в Беллаторес не привязан к типу снаряжения. Даже если на вас тяжелые доспехи, а в руках меч, вы можете использовать мощные заклинания. В Беллаторес нет привычной системы уровней. Игроки свободно развивают уникальные способности и комбинируют многочисленные умения. Для каждой новой схватки вы сможете разрабатывать свою тактику, которая будет зависеть от ваших целей и стиля игры. В общем, звучит все это просто как сказка какая-то. Вы понимаете, масштабные реалистичные бои, приправленные нон-таргетом, и плюс еще классовой системы как таковой не будет. Можно будет сделать себе именно такого героя, как тебе заблагорассудится. Это просто мечта, наверное, а не MMORPG, но есть и нюанс. А где, собственно, хоть один геймплей? Потому что единственное, что мне удалось найти более-менее похожее на геймплей, это вот этот вот скриншотик на офф-сайте проекта. И да, мы здесь можем видеть вот инвентарь. Инвентарь у персонажа забит максимально разноплановой экипировкой, разноплановым оружием. Здесь же скилл-бар мы видим. Раз, два, три, четыре, пять, 6 скиллов. Причем, ну тоже как-то, наверное, он тоже достаточно... Я просто посмотрел на эту четверочку, мне показалось, что может быть это какой-то милишный защитный скилл. Но, с другой стороны, оно и не важно, что здесь изображено, потому что хотелось бы все вот то же самое в таком же виде. Только, понимаете ли, геймплей, а не скриншотик. И остается надеяться, что в самое ближайшее время разработчики покажут нам, потому что, ну так-то на картинке выглядит мое почтение, конечно. Кто-то наверняка сразу скажет, что, о боже мой, тут 6 скиллов и все такое, но это вопрос для отдельного видео. Мы пока говорим непосредственно о том, что нам хотелось бы посмотреть на геймплей Беллаторес.
Что еще может предложить игра на бумаге? Ну, понятное дело, кроме масштабных PvP-сражений, которые будут завязаны на осады крепостей и замков. Например, рейды на боссов. В Этерии нам предстоит столкнуться со множеством монстров. Эти безжалостные гиганты могут разорять поселения и вызывать стихийные бедствия вроде землетрясений и ураганов. В одиночку с ними не справиться, поэтому игрокам придется объединяться в группы. Ну и каждый здесь найдет себе роль. Например, можно будет взять на себя управление осадными орудиями. И вот здесь, дамы и господа, я, честно говоря, не разобрался, это будет PvE-активность, чисто PvE-активность, или это будет PvP-активность. Потому что, с одной стороны, все это выглядит так, как будто бы громадные боссы угрожают твоему городу и необходимо что-то предпринять. Что-то типа инвейженов из New World, только в открытом мире. Потому что я поднимал старые наши архивные записи про Беллаторес, и вот там разработчики утверждали, что в их игре фактически вообще не планируется инстансов. Так что, ну, это будет Open World активность. Просто непонятно, какая Open World активность. Нужно будет просто как-то противостоять этому боссу, чтобы он не разрушил твой город, или с другими фракциями еще параллельно сражаться. Ну, вы понимаете, за что я топлю. На твой город нападает здоровенный босс, монстр, тебе нужно что-то сделать с ним, а тут еще ребятки пришли с не самыми, скажем так, благими намерениями. Это же веселье. Ну и, кстати, коль скоро вспомнил про вот эти вот архивные записи, там в этих архивных записях изначально вообще Беллаторес фигурировала с таргетной боевой системой и разрабатывалась она изначально на Unreal Engine 4. Как же хорошо, что разработчики передумали. Что же непосредственно до PvP, то при создании персонажа игроки смогут выбрать один из представленных в игре домов. Чтобы обеспечить победу выбранному дому, они будут вступать в бои с членами других домов. И хотя игроки смогут участвовать в PvP по отдельности или гильдиями, основной упор в игре делается непосредственно на РВР. При этом изначально разработчики задумывались над тем, чтобы сделать чуть ли не full дроп, но потом испугались испуганных этим игроков и решили ввести небольшой штраф для проигравших в PvP игроков, а для победителей специальные очки репутации, которые можно будет обменивать на награды. Нападение на членов собственных домов, понятное дело, запрещено, а вот на других всегда пожалуйста. В результате игроки, убивающие персонажей из других домов без разбора, будут названы героями в своем доме, но будут считаться преступниками и могут подвергнуться преследованиям во вражеских домах. А вот я, по сути, и ответил на свой вопрос. Да, разработчики, может быть, уже эта информация и устаревшая, потому что, ну, она вообще-то 23-го года, то есть, ну, где-то годичной давности. Они сообщали о том, что, да, PvE, конечно, понимаете, у нас там будут и сложные данжи, и сложные рейды. Под сложными рейдами, я так понимаю, подразумевались непосредственно вот эти вот похождения на боссов. Но все это в рамках Open World. И да, у нас на бумаге как бы нету активностей, которые бы сочетали в себе PvP и PvE, вот прям готовых, да, но риск возникновения PvP реален всегда. Так что да, если вы с абсолютно PvE-шными целями вдруг вознамеритесь со своими сопартийцами пойти в какой-нибудь данжик, то внезапно может оказаться, что вы не такие уж и PvE-шеры. А может быть, они к хренам все опять поломают, добавят какие-нибудь флаги, какие-нибудь штрафы. Ну, то есть они же вот поменяли, хотели топ-таргет, потом сделали нон-таргет. Ну, это положительные изменения. Я считаю, что, конечно, добавление всяческих флагов это скорее отрицательные изменения для PvP-проекта. В общем, будем посмотреть. Но пока что выглядит с точки зрения именно PvP, масс PvP, да и в целом PvP, Беллаторес очень и очень привлекательно. А вот для PvE-шеров, по-моему, не очень. Еще из важного. Развитие персонажей в Беллаторес, как я уже упоминал, не накладывает строгих ограничений, что позволяет изучать разнообразные навыки и специализации в процессе игры. Отсутствие уровней и важность слаженного взаимодействия героев позволяют комфортно сосуществовать в проекте и новичкам, и опытным игрокам. Также стоит отметить крафтовую систему, которая будет важна на всех этапах развития персонажа. Разрабатывается проект на движке Unreal Engine 5, модель распространения условно бесплатная. Русский язык, с учетом того, что всем этим делом занимается Astrum Entertainment, понятно будет. Платформы ПК. Для нас это ПК Play и может быть, но это сильно не точно и точно не сразу, консоли. Релиз запланирован на 2026 год. Разумеется, хотелось бы побыстрее. Где там тот еще 2026 год? Согласен. Но, к сожалению, побыстрее вряд ли получится, потому что, я напоминаю, у нас даже геймплея не было возможности посмотреть это MMORPG, не говоря уже про тестирование, которых, кстати, не было в том числе и в Корее. И вот я думаю, что 2025 год, он будет полностью посвящен тестированиям вот этой вот MMORPG Беллатора. Сразу начнется все это дело в Корее, безусловно, а потом уже докатится до нас. Но то, что разработчики выказали намерение издавать эту игру прежде всего вот в нашей
наших широтах, это говорит о том, что эти тесты, они в 2025 году начнутся и у нас. Ну и наконец-то, аллилуйя, в кои-то веки корейцы догадались, что вот такие MMORPG лучше всего будут смотреться именно в наших широтах, потому что они как будто бы придумывались специально для наших игроков. Не скрою, я прям максимально доволен. Я доволен тем, что 2024 год заканчивается для нас вот такой прям хороший, хорошечной, добротной новостью. И с нетерпением жду возможности хотя бы в тестирование попасть в Беллаторес. Всеми правдами и неправдами буду пробовать туда пробиться, чтобы что? Правильно, продолжать держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.